Всем привет! В этом ролике вяжем легкий летний хлопковый джемпер. Вяжем сверху реглан, широкий вырез. Я буду вязать на размер 42-44. Вы можете связать на любой размер. Мой расход 8 мотков. Вязать будем из пряжи Розетти Люмен. В мотке на 50 грамм 123 метра. В составе 79% хлопка и 21% вискозы. Мой цвет 121-18. Такой стальной серый. Для работы производитель рекомендует спицы номер 4, и мы будем вязать на спицах номер 4. Пряжа очень интересная. Длинные секции хлопка сменяются секциями вискозы. Пряжа самостоятельная. Узоров сложных не требует, красиво ложится в лицевой глади. На ощупь очень приятная и нежная. Отличная пряжа для летнего вязания. Начинаем вязание с образца, стираем, сушим и считаем плотность. В 1 сантиметре на спицах номер 4 у меня 2 петли. Измеряем обхват головы, у меня 54 сантиметра. Умножаем на нашу плотность на 2. Получаем количество петель наборного ряда. 108 петель плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Обычным способом набираем нужное нам количество петель на спице с леской 40 или 50 сантиметров. Плюс 1 петлю не забывайте набрать для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание. Коса наборного ряда должна смотреть в центр круга и нигде не перекручиваться. Снимаем петлю с левой спицы. Накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Повесим маркер начала ряда. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая. Только первую петлю, нашу соединительную, провязываем за заднюю стенку. Остальные петли в этом ряду вяжем за переднюю стенку. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываем ряд до конца. Далее над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. И всего провяжем 5 рядов резинкой. Далее распределим наши петли на перед, спинку и рукава. Всего 108 петель. По 2 петли оставьте на регланной линии. Из общего количества петель вычитаем петли регланных линий 8. Остается 100 петель. Делим их на 3 части. Получаем 33,3 петли. 1 часть на спинку, 1 часть на перед и 1 часть на 2 рукава. Так как 33 на 2 не делится, добавлю сюда 1 петлю. На рукава получается 34 петли. 34 петли делим пополам, по 17 петель на рукава. Оставшиеся петли делим на перед и спинку. Из 100 петель вычитаем петли рукава. Остается 66 петель, 33 петли на переднюю часть и 33 петли на спинку. Маркер начала ряда прямо перед регланными петлями, отделяющими рукав от спинки. Провяжем установочный ряд, развесив маркеры по нашей схеме. Маркер начала ряда должен быть отличным от других маркеров. После маркера начала ряда 2 петли регланной линии и 33 петли спинки. 2 лицевые плюс 33 лицевые. Довязываем петли спинки. Далее маркер, отделяющий петли регланной линии, 2 петли регланной линии и 17 петель рукава. 2 лицевые плюс 17 лицевых. Далее снова маркер, отделяющий регланные линии, 2 петли регланной линии, 33 петли переда. Маркер, отделяющий регланные петли, 2 петли регланной линии и оставшиеся 17 петель рукава. Довязываем до маркера начала ряда. Провязали установочный ряд, развесили маркеры по нашей схеме. Далее будем делать прибавление вокруг регланных линий через ряд. После маркера начала ряда 2 петли регланной линии, провязываем их лицевыми. После регланных петель прибавление петли с наклоном влево. Накидываем протяжку, чтобы нить шла в направлении от себя. Провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Довязываем петли спинки до маркера, отделяющего регланные петли.
Перед маркером прибавление петли с наклоном вправо. Накидываем протяжку таким образом, чтобы нить шла в направлении на себя. Провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. Далее маркер, 2 петли регланной линии провязываем лицевыми и прибавление петли с наклоном влево. Такие прибавления будем делать вокруг каждой регланной линии. Перед маркером петля с наклоном вправо, 2 петли регланной линии и петля с наклоном влево. Довязываем ряд до конца. И в конце ряда перед маркером начала ряда не забудьте сделать прибавку с наклоном вправо. Закончили ряд. Следующий ряд вяжем лицевыми по кругу без прибавок. Прибавление будем делать через ряд. Просто все петли провязываем лицевыми. И снова ряд с прибавлениями. После маркера начала ряда 2 петли регланной линии, прибавление петли с наклоном влево. Перед маркером прибавление петли с наклоном вправо. Вяжем один ряд с прибавками, один ряд без прибавок. Посчитаем длину регланной линии. Для этого обхват груди у меня 90 сантиметров, делим пополам, получаем 45 сантиметров, умножаем на нашу плотность, у меня 2 петли в 1 сантиметре. Выходит 90 петель. То есть мне необходимо делать прибавление до тех пор, пока петли спинки и, соответственно, петли груди не станут равны 90 петлям. Как только достигнем этого значения петель на спинке, например, переходим к следующему этапу. Для того, чтобы разнообразить лицевую гладь, каждый 10-й ряд я буду провязывать изнаночными петлями по кругу. Это не обязательно. Просто будет такое дополнение к узору. Тот ряд, который мы провязываем без прибавлений, здесь я просто все петли вяжу изнаночными. И далее снова начинаю делать прибавление через ряд. Вновь вяжу 9 рядов лицевыми. 10-й ряд провяжу изнаночными. Вяжем на нужную нам длину регланной линии, пока количество петель переда и, соответственно, спинки у меня не достигнет как минимум 90 петель. Провязали длину регланной линии. Далее приступаем к формированию азиатского ростка. Будем работать только с петлями спинки. Будем вязать ее поворотными рядами, удлиняя. После маркера начала ряда провязываем все петли лицевыми, вяжем до маркера регланной линии. Довязали до маркера. Регланные петли мы тоже включаем в тело джемпера. И в конце каждого ряда мы будем делать 2 прибавки воздушными петлями, вот таким образом, накручивая нить на спицу. Сделали 2 прибавления, разворачиваемся. Первую петлю аккуратно переснимаем, чтобы она не убежала. Провязываем все петли изнаночными до начала спинки, до маркера начала ряда. В конце ряда тоже делаем прибавление, точно так же накручивая нить на спицу. Разворачиваемся, первую петлю аккуратно снимаем, провязываем петли спинки лицевыми до конца ряда. 2 прибавленные петли в предыдущем ряду тоже провязываем лицевыми, добавляем еще 2 петли. То есть 2 прибавки делаем в конце каждого поворотного ряда. Нам надо провязать 6-10 рядов в зависимости от размера. Я провяжу 6 рядов ростка, и у меня прибавится по 6 петель с каждой стороны для подрезов, петли которого пойдут в свободу облекания. Я провязала 6 рядов, у нас сформирован подрез и росток. Больше прибавлений мы не делаем. Провязываем петли спинки лицевыми до конца. И вот наш плавный подрез и росток со второй стороны. Далее у нас идут петли рукава, нам надо их переснять на дополнительную нить или дополнительные спицы. Переношу петли на иглу с ниткой. Петли рукава завязываем, чтобы они никуда не убежали. Подводим петли спинки к петлям переда. Провязываем лицевыми. Вяжем до второго рукава. Довязали до маркера. Петли регланной линии тоже включаем в тело джемпера. Петли второго рукава тоже переносим на дополнительную нить.
Подводим петли переда к петлям спинки, провязываем лицевыми, и мы замкнули наше вязание в круг. Далее будем вязать тело джемпера по кругу. Каждый 10-й ряд мы провязывали изнаночными. У нас сейчас получается разрыв в рядах переда и рядах спинки. На спинке получится больше рядов в одной секции между изнаночными петлями. Ряды изнаночных я считаю по переду. То есть на передней части каждый 10-й ряд буду продолжать вязать изнаночными. Мне надо провязать еще один ряд лицевыми. Провязано 9 лицевых рядов после изнаночного ряда. Один ряд провязываем изнаночными по кругу. И далее снова я буду каждый 10-й ряд провязывать изнаночными. 9 рядов буду вязать лицевыми, 1 ряд изнаночными. Снова 9 рядов лицевыми, 1 ряд изнаночными. Вяжем на нужную нам длину джемпера. Здесь уже можно накинуть изделие на себя и выбрать нужную длину. Заканчиваем вязание джемпера резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжем на нужную нам длину резинки. Я провяжу 8 рядов. Закрываем петли резинки обычным способом, провязывая петлю по узору и накидывая предыдущую. Провязываем лицевую, накидываем предыдущую. Провязываем изнаночную, накидываем предыдущую. Закрываем таким образом петли до конца ряда. В конце закрытия нить отрезаем, вставляем в иглу широким ушком. Красиво замкнем наше закрытие петель. Ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия. Вводим иглу под обе стенки. Протягиваем рабочую нить. Далее нить уводим в середину той петли, из которой она выходит. И тут же с изнаночной стороны нить закрепляем и прячем хвостик. Я делаю небольшой узелок. И увожу нить по задним стенкам петель в одну сторону и в противоположную. Далее переходим к рукавам. Переносим петли с дополнительной нити на спицы с леской 40 сантиметров. Нить разрезаем, вытягиваем. Нам необходимо добрать петли из сформировавшихся подрезов. Подводим рабочую нить, отмечаем маркером начало набора петель для подреза. Набираем петли таким образом, чтобы не было больших расстояний между ними. Вытягиваем петли из петель, ближайших к закрытым. Я добрала 10 петель. Маркер. Провязываем петли рукава по кругу до маркера набранных петель. Далее будем делать убавление петель подреза через ряд. После маркера 2 петли нам надо провязать вместе лицевой с наклоном влево. Для этого 2 петли разворачиваем. Провязываем лицевой за задние стенки. Получилась петля с наклоном влево. Провязываем набранные петли подреза, не довязывая 2 петли до маркера. Эти 2 петли нам надо провязать с наклоном вправо. Провязываем лицевой за передние стенки. Довязываем ряд по кругу, по узору. Петли подреза провязываем лицевыми, без убавок. Убавление делаем через ряд. Вновь провязываем петли рукава по узору, вяжем до петель подреза. И вновь 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном влево, разворачиваем, провязываем за задние стенки. 2 петли перед маркером, провязываем лицевой за передние стенки. Получилась петля с наклоном вправо. Таким образом делаем убавление в петлях подреза через ряд, пока у нас не останется 2 петли. И не забываем про наш узор из изнаночных. В результате формируется вот такой треугольник из петель подрезов. У меня осталось 2 петли, маркер начала ряда,
будет между этими петлями. Далее будем вязать рукав по кругу без убавлений на нужную нам длину. Вяжем длину до манжет. Провязали нужную длину рукава, переходим к вязанию манжет. Манжеты вяжем резинкой 1 на 1, но нам надо убавить количество петель. Провязываем лицевую, 2 вместе изнаночной, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной. Довязываем ряд до конца, убавляя количество петель. Лицевая, 2 вместе изнаночной. Далее над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Вяжем на нужную нам длину. Я провяжу 10 рядов резинкой. Закрываем петли эластичным способом при помощи спиц. Перед нами лицевая петля. Делаем накид, нить в направлении на себя. Провязываем лицевую, накидываем на нее накид. Следующая петля изнаночная. Делаем накид, нить в направлении от себя. Провязываем изнаночную, накидываем накид и предыдущую петлю. Вновь перед нами лицевая, накид на себя, лицевая, накидываем накид и предыдущую петлю. Перед нами изнаночная, накид от себя, накидываем накид и предыдущую петлю. Закрываем таким образом петли до конца ряда и аналогично вяжем второй рукав. Отправляем джемпер на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.